Вы хотели бы совершить виртуальное космическое путешествие в самый удивительный мир Вселенной? Выбор достаточно широк. Предпочитаете экстрим? Пожалуйста, на расплавленной жаром экзопланете Кель-9b из созвездия Лебедя молекулы атмосферы каждый день распадаются на атомы, а потом восстанавливаются. И все повторяется вновь. Вас интересует прекрасное? Тогда подойдет газовая GJ504b из созвездия Дева на расстоянии 57 световых лет от Земли. Цвет указывает на то, что на планете почти нет облаков. Ну а тем, кто практичнее, наверняка подойдет WASP-121b в 855 световых годах от нас, где идут дожди из рубинов и сапфиров. Но согласитесь, ничто не сравнится с приключениями на планете-невидимке. Приблизившись к такому фантому, вы ничего не увидите, кроме черной пустоты. А между тем, искривление окружающего пространства и приборы звездолета будут указывать на некий массивный объект. Это может быть планета, целиком состоящая из темной материи. Но существуют ли такие на самом деле? И что ждет космических путешественников в их прозрачном зазеркалье? Ученые давно бьются над этими вопросами. Прежде всего, исследователям надо выяснить, есть ли в реальности темная материя и что она из себя представляет. Об этой таинственной субстанции впервые заговорили в 20 веке. Если быть точнее, то она не темная, а невидимая. Но как тогда они узнали астрофизики? Темную материю обнаружили путем подсчетов силы гравитации звезд и планет. Оказалось, что ее не хватает, чтобы удерживать на месте эти космические объекты. Они должны вылететь из галактик, а на самом деле живут спокойно в своих системах миллионы и миллиарды лет. Так возник галактический парадокс, который долгое время считался серьезным аргументом против стандартной модели космологии. Однако затем исследователи предположили, что частицы обычного вещества в ранней Вселенной были перемешаны с невидимой субстанцией. Тогда в расчетах все становилось на свои места. Формирование галактики звезд, а затем галактических скоплений. Гравитации темной материи в совокупности с обычной хватало для их скрепления. Нашелся и еще один серьезный аргумент в пользу неизвестного вещества. Исследователи измеряли по массе и радиусу звезд. На какой-то скорости они вращаются на разных расстояниях от центра Млечного Пути. Результаты получились просто ошеломляющими. В центре галактики и на окраинах звезды двигались с одинаковой скоростью. А так быть не должно. Если хотите в этом убедиться, включите на проигрывателе виниловую пластинку. Вы увидите, что в центре она вращается быстрее, чем по краям. В галактике подобного не происходит. Это означает, что либо не работает физика Ньютона и Эйнштейна, либо окраины галактики, где меньше звезд и другой материи, заполнены опять же каким-то невидимым веществом. Его назвали темной материей. Но не из-за цвета. Просто об этом гипотетическом веществе ничего не было известно. Ну, кроме того, что призрак не излучает, не отражает, не поглощает свет и другие типы электромагнитного излучения. Рентгеновские лучи, радиоволны, ультрафиолет проходят сквозь темную материю, никак с ней не контактируя. Но именно она составляет основную массу нашего мироздания. Подсчитано, что общая масса энергии наблюдаемой Вселенной составляет на 26,8% темной материи и 68,3% темной энергии. На долю звезд, планет, черных дыр остаются лишь мизерные 5%. Все несметное количество темной материи предположительно появилось через несколько секунд после Большого взрыва. Она сплела невидимые нити по всему пространству. Образовалась как бы паутина, к которой силой гравитации стали притягиваться частицы сформировавшегося позже видимого вещества. Попав в сети, обычные частицы уже не могли вырваться из плена. Из их скоплений образовались звезды и планеты, а между ячейками космической паутины остались огромные пустоты – войды. Нити в небесной сети распределены неравномерно. Где-то их почти нет, а где-то они сбились в комки. Так, в странной галактике и созвездии Кита темная материя практически отсутствует. Зато в другое скопление волоса Вероники ее аж 99,9%. Как вы думаете, какое имя дали астрономы этому супертемному монстру?
Стрекоза. Что имеет общего изящное насекомое и черный, практически мертвый космический объект, лишенный звездообразования? Оказывается, ничего. Имя дано галактике в честь массива телескопов, по меткому замечанию ученых, зорких как уникальные глаза стрекозы. В 2015 году именно эти телескопы помогли ученым увидеть галактику-невидимку. Она действительно черная и излучает лишь 100-ую долю света Млечного Пути. Как говорят исследователи из Ельского университета, в ней почти нет звезд. Если взять Млечный Путь и из каждых 100 светил оставить одно, можно получить представление о галактической стрекозе. Какие темные дела творятся в этом невидимом мире, ученые пока не выяснили. Однако современная космологическая теория подтверждает, что ореолы темной материи или гало действительно связаны с галактиками и даже обеспечивают условия для их формирования. Словом, картина с распределением темной материи выстроилась довольно четкая. Оставалось найти саму виновницу событий и узнать, из чего она состоит. Сперва ученые предположили, что ничего особенного в этой неизвестной субстанции нет. Темная материя – обычное барионное вещество. Просто по каким-то причинам оно не взаимодействует с электромагнитным и другими видами излучений. Кандидатами на источники подобной материи стали массивные компактные объекты гало, в первую очередь нейтронные звезды, коричневые карлики. Под особое подозрение попали первичные черные дыры, которые образовались вскоре после Большого взрыва. Все эти сверхмассивные объекты искривляют свет силой своей гравитации. Посмотрите на какой-нибудь предмет через бокал. Вы увидите, что он исказился. Подобные явления наблюдались бы в небе при воздействии первичных черных дыр, если бы они были источником темной материи. Поскольку, как мы говорили, этой субстанции во Вселенной предположительно очень много, то и эффект должен быть значительным. Однако похожих искажений астрономы не наблюдают. Так что массивные компактные объекты гало пока перестали быть главными кандидатами на роль источников темной материи. Но полностью с подозрения они пока не сняты. Между тем, другие исследователи обратились к квантовой механике. Их интересовали слабо взаимодействующие частицы или вимпы, которые тяжелее, чем обычные. Среди известных науке таких не оказалось. Но это не означало, что их вообще нет. И физики приступили к поискам тяжелых вимпов. Их ловили экспериментальным путем с помощью различных детекторов в течение последних 20-30 лет. Например, исследовали космические лучи неизвестной природы. Однако выследить нужные частицы пока не удалось. Но, может, задачу не стоило так усложнять? Если темной материи во Вселенной огромное количество, она может оказаться прямо у нас под рукой. Предположение не столь абсурдно, как может показаться на первый взгляд. По версии ученых, темные частицы пронизывают все наше пространство подобно ветру. Когда вы смотрите это видео, вас окружают примерно 1000 частиц темной материи на 1 кубический метр, если предположить, что их масса равна 1000 масс протона. Такие частицы можно попытаться поймать. Они слабо взаимодействуют с барионной материей, но иногда все же сталкиваются с атомными ядрами обычных частиц. И ваших тоже. В общей сложности через людей каждую секунду пролетают миллиарды частиц темной материи. Из них вступают в контакт с атомами тела лишь единицы. Это не влияет на наше самочувствие и не мешает сохранять свою форму. Другое дело, если бы все тело состояло из темной материи. Давайте посмотрим, что бы тогда могло произойти. Предположим, что вы сидите на уютном диване и смотрите наше видео вместе с приятелем. Неожиданно вся материя его организма по какой-то причине вдруг сменилась на темную. Что вы увидите? Ничего. В теле вашего приятеля исчезнет электромагнитная сила, которая связывает атомы в молекулах, клетках, органах в единое целое. Так что он как бы моментально испарится. А невидимые мелкие частицы темной материи, которые его составляют, просто разлетятся во всех направлениях. Далее наступит вторая часть хоррора. Но вы его тоже не заметите. Частицы вашего приятеля будут все время возвращаться назад. Скорость их движения окажется недостаточной, чтобы преодолеть гравитацию планеты, и они останутся привязанными к Земле. Без электромагнитной силы, препятствующей проходу темной материи через планету, они будут просто летать туда-сюда.
и примерно каждые 90 минут возвращаться в исходную позицию. То есть гравитации темной материи без электромагнетизма не хватит, чтобы удержать тело вместе. А значит, среди нас нет людей-невидимок. Но как все-таки насчет планет? У них огромная масса, потому сила притяжения в данном случае играет более серьезную роль. Если говорить просто, то обычные планеты образуются, когда гравитация собирает в комок куски вещества и сжимает их в большой шар. В случае с темной материей все намного сложнее. Когда строительные блоки планет начинают объединяться, они представляют собой образование размером буквально с гальку. Им, подобно нашему телу, приходится надеяться на электромагнитное сцепление, чтобы слипнуться в комок. Только после того, как объект наберет достаточно массы, гравитация может взять на себя управление строительством планеты. Электростатическое прилипание – один из способов действия электромагнитной силы, которая на темную материю не распространяется. Так что обычный вариант формирования планет в этом случае не подходит. Хотя, возможно, призрачные небесные тела возникают как-то иначе. Существует теория, что они не создаются из крошечных камешков. Темная материя зарождается в виде огромного облака, а затем сжимается. Хотя тут тоже далеко не все ясно. Представьте себе две частицы темной материи, притягивающие друг друга взаимной гравитацией. Это притяжение усиливается по мере того, как они сближаются, и частицы двигаются все быстрее. Безумная скорость обычно заставляет их проноситься мимо друг друга. Частицы разлетаются до тех пор, пока гравитация не остановит их и не начнет снова сближать. Этот процесс может повторяться вечно, если только темная материя не сбросит по пути часть своей энергии. Другими словами, она должна остыть. В условиях космического вакуума лучший способ для этого – испускать электромагнитное излучение. Поскольку темная материя на такое не способна, то не может стать холоднее и двигаться медленнее. За счет этого образуются ее массивные сферические ореолы, окружающие галактики, в том числе наш Млечный Путь. Однако некоторые версии темной материи могут подчиняться другой фундаментальной силе природы – слабому атомному взаимодействию. Благодаря этому теоретически темная материя способна столкнуться с обычной барионной и таким образом потерять энергию. Только подобное, вероятно, происходит крайне редко. А в 2017 году ученые предложили более интересный и неожиданный вариант развития событий. Если есть светлая сторона электромагнетизма, то по логике должна быть и темная. Для вас это звучит как нечто фантастическое? Вы не одиноки. Ученые, которые выдвинули эту гипотезу, первоначально пытались доказать, что планеты с темной материей не существует. Но все пошло не по плану. Математические расчеты показали, что две частицы темной и обычной материи способны объединиться, чтобы создать темный эквивалент атомарного водорода. Гипотетический атом может испустить темный фотон и потерять энергию. И когда параметры будут правильными, сгустки темной материи с массой менее 100 миллионов Солнц станут способны коллапсировать. При этом более крупные массы останутся в своих гигантских пушистых ореолах. Тем временем коллапсирующая материя будет распадаться на менее крупные сгустки, в том числе гипотетически размером с планету. К сожалению, пока эта удивительная версия еще очень мало аргументирована и требует длительной проверки. Другая команда охотников за темной материей из США создала не менее потрясающую гипотезу. Согласно ее модели ранней Вселенной, темная материя сбивалась в сгустки размером с планету уже через 380 тысяч лет после Большого взрыва. Мы говорим о временах, когда в горячем плазменном супе новорожденного мироздания атомы обычной материи еще образоваться не могли. Но поскольку темная материя способна игнорировать свет, она умудрялась формировать планеты еще до появления первых атомов. Почему именно планеты, а не, скажем, звезды? Просто по расчетам астрофизиков, структуры из темной материи в то время могли иметь массу от крупного астероида до Нептуна. Так что тут по масштабу подходят планеты. Пока ученые не дают объяснения, как именно формировались подобные небесные тела. В то же время они уверены, что в течение миллиардов лет гравитация заставила планеты из темной материи найти себе место в паутине скоплений галактик по всей Вселенной. Таких планет со времени рождения мироздания
сохранилось очень много. В нашей галактике Млечный Путь их тоже, вероятно, существует миллиарды. Одна из этих невидимок может прятаться в Солнечной системе. Но где? Давайте подумаем, нет ли у нас какой-либо аномальной истории. Примерно такой, когда небесные тела ведут себя странно, как будто что-то массивное влияет на них своей гравитацией. Наверное, вы уже вспомнили, что подобное отклонение зафиксировано в поясе Койпера, где орбиты нескольких объектов необычным образом смещены. Самое распространенное объяснение существования там 9-й планеты Солнечной системы, которая своей гравитацией сдвигает орбиты космических соседей. Это крупное небесное тело уже давно ищут астрономы. И все никак не найдут. Многим такие неудачи кажутся непонятными. Как можно при современном развитии технологий не найти целую планету в своей же системе? Но если она состоит не из обычной материи, а из темной, все становится на свои места. Остается только обнаружить такую планету. Однако как можно увидеть невидимое? Ученые считают, что планеты из темной материи в небольшом количестве будут накапливать и обычное вещество, такое как водород, газообразный гелий. Если достаточное количество этих газов сконцентрируется при нужном давлении и температуре, может запуститься ядерный синтез, после чего возникнет свечение. Даже у планет с малой массой газ все равно будет достаточно теплым, чтобы испускать излучение. Таким образом, часть света во Вселенной, вероятно, исходит от барионной материи, захваченной планетами из темной. Теперь ученым предстоит выяснить, как найти в космосе среди множества излучений именно то, что подтверждает их догадку. Между тем, исследователи из Висконсинского университета США недавно предположили, что экзопланета из темной материи может вести себя как обычная, причем даже в случае, если ее физика отличается от наших современных представлений. Сейчас экзопланеты часто попадают в поле зрения астрономов во время своего транзита или оборота по орбите. Когда объект оказывается на фоне своей звезды, ее яркость меняется. Также планеты находят с помощью их гравитационного влияния на звезду, заставляющего светило совершать колебания вокруг их общего центра масс. В любом случае, полученные данные позволяют астрономам понять диаметр небесного тела, его массу и плотность. Это, в свою очередь, подсказывает, из чего состоит планета. Например, если у нее низкая плотность, как у Юпитера, значит, скорее всего, обнаружен газовый гигант. Высокая плотность указывает на маленький каменистый объект. Аналогичный метод, вероятно, подходит для поиска потенциальных планет из темной материи и выяснения их характеристик. Ученые предположили, что можно обнаружить объект настолько плотный или рыхлый, что его по канонам современной физики не должно существовать. Что вы скажете о мире более твердом, чем железо? Или легком, как воздушный шар? Исследователи говорят, что после получения таких данных сначала проведут их тщательную перепроверку, затем определят состав молекул небесного тела. Возможно, выяснится, что необыкновенные свойства объекту придает именно темная материя. Или могут возникнуть другие, не менее странные ситуации. Например, если радиальная скорость предполагает, что экзопланета должна пройти транзит, а его не наблюдается. Это тоже может указывать на небесное тело из темной материи. Хорошим маркером также станут отклонения кривой блеска планеты при транзите. Из-за взаимодействия с частицами стандартной модели, хотя и крошечной, экзопланета из темной материи не может быть полностью прозрачной. Это свойство, вероятно, даст необычную форму кривой блеска. Команда исследователей из Висконсинского университета надеется проверить свои догадки и усовершенствовать поиск экзопланет из темной материи. Так ученые рассматривали только круговые орбиты. Однако многие миры имеют эллиптические орбиты, особенно те, которые захвачены гравитацией звезды. А именно в таком захвате теоретически находятся небесные тела из темной материи. Нам пока все это трудно вообразить. Странный объект со светящейся газовой оболочкой, а внутри него как будто бы пустота. Совсем не похоже на Землю, которая не содержит темную материю. Впрочем, в последнем ученые не уверены.
Ученые лаборатории реактивного движения НАСА по результатам 20-летних исследований предположили, что темная материя может создавать своеобразные нити или волосы. Они образуются при прохождении галактики и звездных систем сквозь огромные сгустки темной материи, встретившиеся на пути. Компьютерные симуляции показали, что при этом поток темной материи вытягивается в относительно тонкую нить. Распределение таких нитей среди обычного вещества авторы исследования сравнивают со смешиванием ванильного мороженого с шоколадом. После этого оба ингредиента составляют единый продукт, однако следы шоколада остаются в нем различимы. Следовательно, высока вероятность того, что за Землей тянется множество подобных волос из темной материи, причем точка их фокуса находится в миллионе километров от планеты. Концентрация темной материи в этом фокусе в миллиард раз выше, чем в среднем во Вселенной. У крупных планет вроде Юпитера волосы должны быть толще, с плотностью темной материи примерно в триллион раз больше средней. Противоположная часть потока лишь касается поверхности планеты. Эту точку исследователи называют кончиком волоса. Если с помощью этого кончика точно определить местоположение корня, то к нему можно отправить космический аппарат. Так появится отличный шанс наконец-то досконально исследовать свойства темной материи. Есть у этой теории еще один неожиданный поворот. Моделирование показало, что любые колебания плотности внутри планеты будут отражаться в виде дефектов структуры волос. То есть их строение может рассказать о составе далеких планет без непосредственного контакта с их поверхностью. И, что особенно важно, теоретически откроет нам тайны центра Земли. Но как тогда в целом темная материя и ее объекты влияют на нашу планету? Нет ли опасности, что однажды ее протаранит нечто невидимое и массивное, столкнув с орбиты? Или какие-то призрачные сгустки в центре Земли разрушат ее изнутри? Насчет столь грозных катаклизмов ученые ничего не говорят. Но вот в гибели динозавров темную материю уже подозревают. Один из авторов идеи, американский физик-теоретик Лиза Рэндалл, объясняет все так. Палеонтологи, геологи и физики сходятся во мнении, что 66 миллионов лет назад с Землей столкнулся огромный астероид, достигавший в поперечнике не менее 10 километров. Космический объект уничтожил сухопутных динозавров, а вместе с ними еще 3/4 биологических видов живых существ. Огромный небесный камень, скорее всего, прилетел с периферии Солнечной системы. Однако никто не знает, почему он сошел со своей слабо связанной, но устойчивой орбиты. Возможно, на пути Солнечной системы оказался диск темной материи. Такие диски бывают невероятно плотными, а их гравитационное влияние безумно сильным. Под влиянием такого объекта кометы на периферии Солнечной системы, где притяжение звезды слабее, могут сойти со своих орбит. После этого кометы улетают за пределы Солнечной системы или направляются к ее центру и могут по пути врезаться в Землю. Однажды подобный диск темной материи, вероятно, столкнул астероид с орбитой в поясе Койпера, таким образом спровоцировав катаклизм на нашей планете. Хотя темная материя может оказаться ни при чем. Недавно шотландские астрофизики выдвинули теорию, которая отчасти оправдывает эту таинственную субстанцию. Просто потому, что ее вокруг нас нет. То есть она существует, но очень далека от людей, планет или звезд. Если бы частицы темной материи встречались в большом количестве внутри галактического диска Млечного Пути, в нем не было бы перемычки. Так называют огромную структуру из множества звезд и газа, как правило, проходящую через центр и визуально прорезающую насквозь галактический диск. Особенность этих областей в том, что они обычно довольно быстро вращаются. Значительное количество темной материи серьезно замедляло бы любую массивную структуру. Этого не происходит, что говорит об отсутствии темной материи в самом галактическом диске. Возможно, ее присутствие в других регионах галактик также весьма ограничено. Пока ученые намерены серьезно проверить свою гипотезу. Тем временем другие астрофизики обнаруживают в галактиках признаки новых объектов из темной материи. Одна из последних находок просто не укладывается в голове. Спутник Европейского космического агентства «Гайа» зафиксировал загадочную звездную систему, в которой есть удивительно яркое светило. Оно во многом похоже на Солнце, лишь немного меньше по размеру,
а по химическому составу практически идентична. Однако ученых больше заинтересовал очень массивный таинственный объект, который, вероятно, вращается рядом со звездой. Исследователи выяснили, что он значительно больше своей яркой соседки и достигает около 11 солнечных масс. Объект находится в 1,4 астрономических единицах от звезды, примерно как от Марса до Солнца, и делает полный оборот по орбите за 188 дней. Вот только увидеть этот призрак пока никому не удалось. Сначала астрофизики предположили, что невидимка является черной дырой, но многое в этой гипотезе не сходилось. Черные дыры образуются в результате гибели очень массивных звезд, то есть получается, что светило, подобное Солнцу, сформировалось и жило в компании с настоящим звездным монстром. Сценарий возможный, только маловероятный. Должны сложиться почти идеальные условия, чтобы солнцеподобная звезда миллионы лет целой и невредимой существовала очень близко к гиганту. Астрономы склоняются к версии, что темный объект скорее представляет собой нечто гораздо более экзотическое, чем черная дыра, а именно звезду из темной материи. Согласно одной из теорий, темная материя — это один из видов бозонов, так называют частицы, переносящие силы природы. Для образования космических объектов из темной материи бозоны должны быть стабильными и обладать хотя бы какой-то массой. Пока известен один стабильный бозон — фотон, который переносит электромагнитную силу. Однако он не имеет массы. Если же предположить существование бозонов, подходящих для строительства больших космических объектов, они могут формировать сгустки темной материи размера звезды. Подобные гипотетические объекты астрономы называют бозонными звездами. Поскольку темная материя не взаимодействует с другими частицами или светом, то бозонные звезды совершенно невидимы. Их можно обнаружить лишь по гравитационному воздействию на окружающие объекты. Примерно так, как в случае с солнцеподобной звездой и ее невидимым компаньоном. Замена предполагаемой черной дыры на бозонную звезду в теории объяснила бы все странности далекой звездной системы. Исследователи хотят создать модель экзотического светила, что поможет им подтвердить результат данных Гая и свою версию природы странного невидимого объекта. А мы тем временем попытаемся представить эти самые бозонные звезды. Собственно, с обычными их роднит только размер и масса. На этом, похоже, сходство заканчивается. Если космические путешественники когда-то смогут побывать у подобной звезды, то вместо сияния увидят некий прозрачный призрак. И только внутри него будет скапливаться небольшое количество барионной материи. Как можно считать яркой звездой темной, чуть подсвеченной где-то глубоко изнутри, фантом? Но, возможно, бозонные звезды способны по-настоящему сиять в небе. Космический телескоп Джеймс Уэбб нашел 3 гигантских ярких объекта, которые предположительно питаются аннигилирующими частицами темной материи. Астрофизики подозревают, что темное вещество в них образовано слабо взаимодействующими массивными частицами. Вимпы, как мы уже отмечали, способны аннигилировать между собой и во время процесса передавать тепло коллапсирующим вокруг них облакам водорода. Тогда призраки и превращаются в сияющие звезды. Это могут быть настоящие монстры, превышающие в миллионы раз массу Солнца и в десятки миллиардов раз ярче нашего светила. Их причудливая форма будет напоминать огромный бублик из-за центробежных сил, действующих на бозонную материю. Пока ученые не уверены в существовании призрачных звезд или планет. Сейчас они по-прежнему ведут охоту за темной материей, из которой должны состоять подобные невидимки. В Большом адронном коллайдере, где разгоняют до мегаскоростей и сталкивают обычные частицы, после опытов остается много квантового мусора. Там, как и в любой свалке, иногда попадаются очень нужные вещи. Среди них могут находиться и вимпы. Однажды исследователям удалось раскопать среди таких отходов знаменитый бозон Хиггса, а вот с вимпами пока не получается. Но исследователи надеются провести более удачные эксперименты на Большом адронном коллайдере, строящемся под Женевским озером. Он будет в 4 раза длиннее и в 10 раз мощнее нынешнего.
Глубоко под землей, где нет фоновой радиоактивности, вообще идет настоящая гонка за темными частицами. Под озером Байкал, Средиземным морем, глубоко во льдах Южного полюса ведут работу нейтринные телескопы и детекторы. Некоторые частицы темной материи, проходящие через Солнце или Землю, теоретически могут рассеивать атомы и терять энергию. Таким образом, темная материя способна накапливаться в центре небесных тел, увеличивая вероятность событий аннигиляции. Это может дать характерный сигнал в виде образования нейтрино, частиц, не участвующих в слабом ядерном и электромагнитном взаимодействиях. Детекторы для их поиска погружают глубоко в воду, где легче обнаружить голубоватые микровспышки нейтринного потока. Самым чувствительным в мире детектором темной материи считается Люкс Цеплин, который в 100 раз превзошел своих предшественников. Его разместили на глубине 1478 метров в штате Южная Дакота, где детектор ловит редкие взаимодействия между вимпами и обычными атомами в виде вспышек света. Излучение фиксируют датчики света, после чего физики определяют его природу. Правда, ни одному из детекторов признаки темной материи пока уловить тоже не удалось. Тогда почему бы не сменить тактику и не попытать счастье в другом месте? Так подумали исследователи из университета штата Огайо и решили из глубин планеты подняться в небо. Они хотят превратить в гигантский детектор всю нашу атмосферу. Для поиска частиц темной материи ученые предлагают использовать наземные радиолокационные системы идентификации метеоров. Проходя через атмосферу Земли, метеоры производят ионизационные отложения, форму излучения, которое оставляет после себя свободные электроны. Электромагнитные волны, испускаемые радаром, отражаются от этого излучения. С помощью компьютерного моделирования физики показали, что крупные и массивные частицы темной материи при входе в атмосферу планеты должны оставлять похожие следы. Какой из методов перспективнее, пока нельзя спрогнозировать. Астрофизики сравнивают поиск темной материи со стрельбой в крошечную цель среди кромешной тьмы. Однако есть мнение, что невидимка может оказаться по-настоящему вездесущей и проявлять свое влияние везде – в звездном свете, ядрах планет и даже простых камнях. Нас не было бы здесь, если бы вокруг не существовало темной материи. Если это предположение верно, стратегию поиска можно расширить и, наконец, вывести на свет неуловимое призрачное вещество. С его помощью ученые сумеют глубже познать историю Вселенной и всего, что в ней существует. А космические путешественники отправятся к странным невидимым планетам. Впрочем, астрофизики к этому времени наверняка найдут способ их подсветить. Какими окажутся планеты из темной материи? Некими подобиями обычных миров, таких как наша Земля, или совершенно экзотическими, не поддающимися обычному описанию? Пока мы этого не знаем и, конечно, с нетерпением ждем ответов от ученых. Хотя, согласитесь, что иногда ожидание будоражит больше, чем сама разгадка тайны.